здесь по этой улице вот вниз, там снимал квартиру Хабиб, снимал квартиру здесь, вот жили недалеко от зала с Азаматом Гашимовым. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и мы в штате Нью-Джерси, в городке Фэрфилд. Именно отсюда Хабиб Нурмагомедов начал свой путь в Америке. Его первым американским тренером был Мурат Кештов. Рассказ Мурата о том, как это было, и архивные записи о подготовке Хабиба к первому бою в UFC против Камала Шаларуса только у меня. Перед просмотром обязательно подпишитесь на канал, ведь это только первая часть. Хабиб, он тебе песню поет. Что ему сказать? Может, интересно, он мне шапку подарит? Не, я не думаю. Мурат занимался боксом, борьбой, тэквондо, карате. Сейчас занимается грэпплингом, тренирует больше 20 лет. Пока мы едем в Кей-доджи, он рассказывает, как вообще вышел на Хабиба. Сначала хотел продвигать в Америке Шамиля Завурова, но тот сказал, что вот только что подписал новый контракт с М1 и вместо себя порекомендовал своего троюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Еще одну рекомендацию Хабибу дал Адлан Амагов, который к тому моменту уже тренировался у Кештова. What's up, Хабиб? I'm fine, thanks, and you? Very well, thank you very much. How you like Nashville so far? Закончился. Первые шаги Хабиб Нурмагомедов сделал здесь, именно в Кей-доджо, Фэрфилд, Нью-Джерси. Ну, харизматичный очень, остроумный, уважительный всегда. Что мне очень нравилось в Хабибе, это у него вот эта дисциплина была. Вот в 7 утра каждый день зарядка, 30 минут минимум пробежка, не учитывая остальное все. То есть вот это, он у меня лично дома был, там пару дней жил, и я вот удивлялся его вот этой дисциплине, как он режим поддерживает. Вставать так рано, пробежку делать, потом, окей, по расписанию уже, что у нас, какие планы. Потом так получилось, что мы только переехали тогда в другой зал и как бы ремонт делали. Там у нас комнаты были, где могли ребята жить, но ремонт шел и надо было снять какие-то квартиры. Мы сняли, нашли какую-то квартиру и, наверное, мили 4-5 минимум, минут 10 надо ехать на машине, то есть не так близко. Я даже не знал, они на тренировку, оказывается, Хабиб с Азаматом Гашимовым, они бегали с квартиры в зал, потом тренировку закончили, чуть отдохнули там в зале, отдохнули и вторую тренировку, потом опять бегали обратно в свою группу. Я вот это не знал, первую неделю потом понял, что они как это, удивился. Вот, то есть вот эта мотивация, вот эта дисциплина, вот это трудолюбиво, вот это дает все. Поэтому он не чемпион. Ну, когда уже узнал, что они добираются вот так, и потом уже или я, или кто-то довезет до тренировки из ребят, знаешь. А вначале даже не жаловались, не, знаешь, вот прямо взяли, это как тренировка для нас, утренняя будет, разминка как раз. И они так и объясняли. Я вот это трудолюбие, вот это удивило меня. Дисциплина, вот это у него было, кроме других качеств. Последние тренировочные сборы Хабиба перед боем на UFC с Шаларусом. Давай, 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 Хабиб. Молодец, молодец. До камня, до камня, до камня. Еще один. Сразу видно было, что он именно очень-очень такой мотивированный и знал, к чему шел. То есть у него еще какие хорошие навыки были, вот эта харизматичность, что он показывает после боев в UFC, как интервью дает, как он умеет привлечь внимание людей. Так что, ну, мы гордимся, что свои пути этот парень начинал с нашего зала Кей-доджо, то есть в Америке именно. Хороший темп, отлично, отлично. Очень хорошо. Давай, давай, давай. Какая у него была стойка в тот момент?
Стойка, ну как, у него неплохая стойка была. Я вот помню, он любил с подскоком вот этот апперкот с передней руки. Его Всегда отец, отрабатывали. Да, его отец, знаете, как объяснял, что у него, так как он борец, очень развитая спина, ну вот те мышцы, в общем, которые нужны для именно удара на скачке. Да. Такой взрывной на скачке удары хорошие были. Именно вот связочные удары, я их называю. То есть ты бьешь и зашел внутрь и бросил. Вот сейчас, в данное время, набрал в ударной технике очень хорошо. Это показал последний бой с Макгрегором, где он с правой руки попал хорошо. То есть он еще молодой, он еще растет. На английском говорят coachable, то есть он обучаемый такой. Говоришь одно, окей, понял. Я вот всегда говорю всем ребятам, без разницы какой талант у тебя, если вот таких навыков нету, если слишком капризный, то это нет, то нет, то какие-то причины всегда находишь, что далеко не пойдешь. Хабиб когда-то говорил вот при вас, что он станет чемпионом. Он сам лично не помню, что говорил вот такой, но у меня вот это в голове всегда было, что он кем-то станет, этот парень. Он меня сильно удивил. Еще мы, когда приехали в Нэшвилл, Теннесси, на первый бой Хабиба, и мы спустились вниз в ресторан, и там Ариэл Халвани, репортер, Джей Глейзер и Стефан Баннер сидели. Они на этот бой как раз комментаторами были, на этот турнир. И они обычно вот спрашивают, подходят перед тем, как трансляция начнется, чтобы как произносить имя. Да. Чтобы не ошибиться, подойди, пожалуйста, чтобы чуть-чуть там история про этого парня, как зовут, туда-сюда, вот это. И я, наверное, разов 20 им говорил, как имя, фамилия. Хабиб Нурмагомедов. Они так мучаются, повторяем, как Хабиб, акцент там не могут. У меня в голове сидит. Одно время, вы запомните, весь мир будет очень спокойно и свободно говорить его первое имя и фамилию. И так же и получилось. Сейчас все, ни у кого сложности нету выговорить его первое имя и фамилию, так что... Много он тогда веса гонял? Килограммов 10-13? Ну да, где-то так. Я помню еще на первый бой, когда очень уверенно тренер говорит, не переживай, все нормально будет, это без проблем. Он вам сказал? Да, он говорит, как бы, хорошо, я слежу, конечно, за всем этим, и он такой уверенный, ничего, все нормально. И раз мы должны в 3 часа собраться все, а вес еще нет. И он на меня смотрит, я на него смотрю, а он говорит, а я смогу сделать вес? Я такой, мы с ним побежали в зал, до сих пор видео есть у меня, на дорожку, и давай, последние паунды, последние вот граммы, килограмм там мы догнали. Хабиб сгоняет последние паунды перед боем. Опоздали мы. Мы опоздали, и в то время этот Берт Уотсон был там, который собирал всех ребят, такой очень харизматичный, громкий, да. Да, мы все звонят мне, и матчмейкер звонит UFC, этот звонит, тот звонит, и я и мы в суете в такой. И мы с ним пешком добежали до этого. Они уже на автобусе подъехали, все, мы забежали, зашли вот так, и все сидят вот так, смотрят на нас, мы вдвоем. И этот Берт Уотсон начал кричать на нас, вы что, не уважаете других, и это то, вот такая ситуация была. Я как-то успокоил всех, все нормально. Там очень строго, то есть вовремя надо подъехать и все такое.
Вес сделали по-любому. весы. Встали на весы, ничего не надо было догонять и все такое. Так что все хорошо сделали. Хабиб медосмотр проходит сейчас. Все позади почти, все позади, да? Все в норме. Все скинул. Этот доктор говорит, что давление самое лучшее, кого он проверял. Так что это хорошая новость. Да. Джафар говорил, что я не скину. Джафар, я скинул. Камал. Вот наш тоже парень, с кем будем работать. И Шаларус тоже очень уважительный был парень. Он как бы знал, откуда мы, с Кавказа. Он как бы сборы свои борцовские часто Уже из Ирана. Ирана и проходил Азербайджане тренировки, там это сборы, так что очень уважительно к нам относился. И в чем еще наши ребята, сейчас уже опытные, конечно, это с весогонкой. То есть с диетой, как держать диету, как эти ребята водой гоняют, например. Никто даже не знал про это. И я информировал ребят в то время, как водой заливаться, на сколько воды, 6-8 литров, да? 6-8 литров. И в то же время не терять калий-натрий баланс, именно чтобы проблем не было со здоровьем, конечно. Вот эта вся информация я уже знал в то время. И вот делился опытом. Вот. Ну, как раз я видел какое-то старое интервью Хабиба, где он говорит, что вы его как диетолог консультировали. Консультировал, да. То есть парни, когда приехали, они не знали. Не знали, даже удивлялись. Наоборот, воду не пить не должны мы. Мы вообще ничего не пьешь и не кушаешь, и все. И тренируешься, и вес уходит там. Чай только пей, и все там. Чуть другая информация была в то время. И они многие удивляют, как это пить, как это, воду, столько воды, как это пить. То есть вот такая тема была. У тебя форма хорошая, шапка, Украина, все спрашивают, ты с Украины? От чего это? Это Хабиб? мне подарок сделал мой, можно сказать, второй учитель, это Ильхам Велиев. Клуб «Добро», он представитель боевого самбо и смешанных единоборств в Украине. Я за его клуб выступал, за комбо «Добро», очень долгое время. 9 боев за него провел. Благодарю его. Вот его подарок, как я могу ее снимать. Дэйна Уайт кричит ему: сними парик. К сожалению, какой-то конфликт у нас был. Использовал меня как-то и убежал какую-то. Нет, он как по-мужски все сделал. То есть мы одни, я и он только. Смотрю, капюшон был и Хабиб, оказывается. Прошло 6,5 лет. Расскажите, из-за чего? Что, сейчас пойдем, стрижку сделаем. Только что пошли. Короче, мой друг, как его зовут? Bird. Торт. Он мне подарил бандаж и лосины здесь все. Их кто-то ждет в Махачкале. Ждать вторую часть этого видео будут, я уверен, не только в Махачкале. Как Хабиб Нурмагомедов на разминке поставил Мурату Кештову синяк под глазом, почему Мурат принял решение отправить Хабиба в зал АК и какой финт Нурмагомедов подсмотрел у Грея Мейнарда. Меня зовут Александр Лютиков, подписывайтесь, ведь этого вам больше не покажут нигде.